Утилизационный сбор. Что это за зверь такой, как он работает и откуда он появился? Родоначальником утилизационного сбора является Япония, и это очень важно. Итак, на дворе 2000-й. Первый фактор. Япония переполнена в это время автомобилями. Второй фактор. Япония очень маленькая страна. Давайте теперь пошагово разберемся, что значит Япония переполнена автомобилями. А то и значит, что она переполнена автомобилями. Во-первых, у них свой автопром пашет на весь мир. Во-вторых, еще и иномарки завозят. В то время, кстати, японские производители автомобилей еще не забирали назад бэушные автомобили. То есть, как это сейчас работает? Государство обязало всех производителей автомобилей забирать старые автомобили в счет нового автомобиля. То есть вы отдаете старенькую Королку, получаете новую, и за эту новую Королку платите чуть поменьше. Потому что теперь, на сегодняшний день, вся инфраструктура в Японии создана для того, чтобы старый автомобиль расчехлить полностью, вытащить из него все нужные необходимые металлы и так далее, чтобы заработать. И получается вот эту сумму, да, эту разницу, они вносят в счет вашего нового автомобиля. Но это было не всегда. И на начало 2000-х этого в Японии не было. Зато было огромное количество брошенных автомобилей. Потому что тачки недорогие, зарплаты в Японии очень даже хорошие. Люди могут себе позволить хоть каждый год менять автомобиль. Ну, если чуть-чуть поприжаться, можно было и там и каждый год менять автомобили. Мы в это время, россияне, ездили туда вот этот весь хлам у них забирать. Но мы-то не можем весь этот хлам вывести. И огромное количество автомобилей было просто брошено. Бросали их прямо на дорогах и так далее. Вот оно постоит какое-то время где-нибудь под забором. И его потом приезжает, эвакуатор забирает и увозит на свалку. На японских свалках уже места не хватало. Вот он второй фактор. Япония очень маленькая страна. Она маленькая, и там как бы особо свалками не разбежишься. Поэтому государство посидело и подумало, что нужно как-то этот вопрос решать. Во-первых, они ввели какую-то определенную пошлину. Это примерно, не суть. Небольшую пошлину ввели на ввоз иностранных автомобилей, а внутренние автомобили в самой стране обязали забирать производителей назад и уже выплачивать какую-то компенсацию за вот этот утиль. Также, кстати, делают и с бытовой техникой и так далее. Да? Это не только в Японии, и в Корее, и, по-моему, в Китае тоже это практикуют. Короче говоря, для Японии это было по-настоящему необходимое решение, потому что экология, во-первых, загрязняется, да, во-вторых, место в стране заканчивается. И когда они ввели эту пошлину, те автомобили, которые заезжали иностранные, теперь все знали, что он не будет брошен. Создана вся инфраструктура, в Японии вся инфраструктура для этого создана. Есть эвакуаторы, которые приезжают, забирают, есть специальные места, куда вы привозите этот автомобиль, его полностью там разбирают, пластик отдельно, это отдельно, там металл отдельно, создают специальные кубы мусорные, которыми потом расширяют себе территории, а тот металл, точнее те материалы, которые можно пустить на вторичку, их пускают на вторичку. В Японии эта вся инфраструктура работает. По этой причине у них реально работает этот утилизационный сбор. И весь народ, который проживает в Японии, знает, куда уходят эти деньги. Небольшое отступление. Вот в Южной Корее, например, точно так же это происходит и с любой бытовой техникой. Неважно, это чайник будет, вентилятор, компьютер. Любая бытовая техника, точно так же, она идет вся на вторичку. Есть специальные заводы, прям, я сам там однажды работал, мы выставляли там тенты, я видел, как эти ребята работают. Заезжает огромный грузовик, выгружает это все вот так вот, просто сваливает, и все, и начинается сортировка. Подъезжает погрузчик этот вилочный со специальным ковшом, загребает это все, отвозит по цехам, там люди это все чехлят, дробят. Есть места, где химичат провода, провода, то есть отделяют, химичат, провод уходит отдельно, пластик там сжигается и так далее. Это прям конвейер. Вот реально создана вся инфраструктура для того, чтобы вся бытовая техника, созданная на территории Южной Кореи, да и привезенная, чтобы она приносила в дальнейшем пользу, а не являлась мусором для страны. Но это Япония, 2005 год. Они решили сделать вот так, для того, чтобы помочь своей стране и для того, чтобы избавиться от этого хлама, который переполнял Японию. В 2012 году, спустя 7 лет, Россия берет этот опыт. Но давайте зададим себе вопрос. Где в России брошенные автомобили? Кто видел в России, чтобы повсюду валялись брошенные автомобили? Чтобы в России не хватало свалок или еще что-то такое-то?
Да в России, если кто-то увидит брошенный автомобиль, он его сразу заберет, да даже и не брошенный заберет. То есть у нас, в принципе, этой проблемы нет. Для чего был введен утилизационный сбор, до сих пор непонятно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. В 2013 году Украина, глядя на своего старшего брата Россию, копирует этот закон, точнее этот утилизационный сбор, и вводит у себя в Украине тоже такую фишку. Начинают брать деньги с людей за утилизацию автомобилей. А то, Украина это Япония. Ну, понятное дело, народ поднялся, это вам не Россия. Остановите! Народ поднялся, говорит, как это так, куда будут уходить эти деньги, нахрена вообще нам этот утилизационный сбор. И, короче говоря, в 2014 году больше утилизационного сбора в Украине нет. А что, так можно было, что ли? 2016 год. Этот утилизационный сбор копирует Казахстан. Но Казахстан и Россия пошли немного дальше, чем Япония и Украина. Для начала они его ввели и сделали это так особо незаметно. Там небольшая сумма, ну чуть-чуть денег себе прикарманивают и все. То есть у нас реально не существует инфраструктуры для уничтожения, для ликвидации автомобилей. Где вы видели в Казахстане либо в России готовую инфраструктуру, чтобы вы туда привезли автомобиль и его вот идеально разобрали? В Южной Корее существуют прям заводы. Наши многие русскоязычные работают на этих заводах, куда подъезжает реально старый автомобиль, начинает туда заезжать по конвейеру. С него тут же снимают колеса, люди стоят. Дальше он проезжает и так далее. Вот его весь разбирают до того момента, пока от него не останется ни хрена. Дальше эти детали некоторые идут на вторичку, на упаковку, а что-то идет просто на утилизацию, на переплавку и так далее. В Корее есть реально такие заводы, называются они там Дикий Дейсон, не помню, как называется, короче, другие заводы, упаковка. Я тоже на этих заводах работал. В Южной Корее есть такой удел, называется Синчан, и те, кто проживают в этом Синчанге, в основном все однажды поработали на этом утилизационном заводе, где просто расчехляют автомобили. Но в России и в Казахстане это не работает. Нету вообще никакой инфраструктуры для того, чтобы эта машина могла была бы разобраться и чтобы она принесла прибыль. То есть с того момента, как ввели этот утилизационный сбор, никогда эти деньги не шли по назначению. Вот как в 2012 году ввели это в России, это не работало, все эти деньги уходили на карманы чиновникам. Вот точно так же в Казахстане в 2016 ввели, все эти деньги уходили на карман чиновникам. Но почему я говорю, Россия и Казахстан пошли дальше? Так они посмотрели, что люди это проглотили и не задают вопросы, куда мы платим. И начали повышать эту ставку. И на сегодняшний день эта ставка практически равняется цене автомобиля, который ввозится в страну. Ну давайте сделаем выводы, а потом уже поговорим о каких-то второстепенных вещах. Утилизационный сбор – это полезная штука для Японии, где они реально расчехляют автомобили, пускают его на вторичное использование, ну и, понятное дело, вытаскивают оттуда все полезное и освобождают экологию от загрязнения. А вот остальные страны бывшего СНГ, ну Европу брать не будем, там у них свои проблемы, а вот страны СНГ взяли этот опыт, нет, они даже не брали опыт, они взяли просто название утилизационный сбор. На самом деле это нифига не утилизационный сбор, потому что у нас нет ни инфраструктуры, ни реально рабочей схемы, как этот автомобиль утилизируется. У нас нет никакой логической цепочки для того, чтобы этот автомобиль реально разбирался, во-первых. Во-вторых, у нас нет никакой экологической угрозы. То есть, если в Японии эти огромные свалки, они заполняли территории, в Японии, ну, там территорий как бы особо немного, то у нас, в принципе, в Казахстане и в России этой территории дохренища. Эти автомобили можно было складировать, и люди, которые живут не особо богато, могли бы ходить и забирать себе эти автомобили на металл, зарабатывать на этом. Никакой угрозы экологии не было бы. Оградили бы территорию и все нормально. Какая-то часть людей зарабатывала бы. Но на сегодняшний день эти автомобили точно так же они... Да... Что я вообще несу? Какой там их куда-то складировать? Кто у нас вообще выбрасывает автомобили? У нас нет такой нужды в утилизации автомобилей. У нас любой, кто купил автомобиль, он либо его перепродаст, а если не смог перепродать, то он его в итоге продаст либо по запчастям, либо сдаст на металл сам его, потому что это его деньги. Это не Япония, где зарабатываешь столько, что можешь, я вам говорю, да, каждый год покупать автомобили. Но у нас взяли только название. Если в Японии утилизационный сбор, он реально работает, то для нашей страны есть слово утилизационный сбор и больше ничего. У нас нет никакой логистической цепочки для того, чтобы этот автомобиль куда-то везти, где-то его разбирать, какие-то заводы, фабрики, которые бы делали из этого автомобиля вторичное сырье. У нас нет этого ничего. Это во-первых. Во-вторых, у нас нет такой нужды. У нас никто не бросает автомобили, так как это было в Японии, и Япония вся переполнилась этими автомобилями. То есть нам этот закон не нужен был, нам эта пошлина не нужна была, нам этот сбор не нужен был.
Для чего нам собирать деньги? У нас никто не занимается утилизацией автомобилей. У нас утилизацией автомобилей занимается Вася, который купил себе машину, не смог ее перепродать, она у него сгнила, и ему нужно ее теперь вот утилизировать. Он ее сам пойдет продаст, потому что это его бабки. Он не в Японии живет. Это в Японии за месяц зарабатывают сколько? Столько Вася в России заработает, да, там, я не знаю, за 4, за 5 месяцев. И то вряд ли. И вот мы с вами заканчиваем. О чем-то я хотел поговорить в конце, но что-то забыл. Не суть. Короче, вряд ли кто-то досмотрел до сюда. Всем привет, кто досмотрел. Проверочное слово апельсин. Да. Кто напишет апельсин, значит досмотрел до конца. Спонсором данного выпуска является экспортная компания Владик Level No System, отправляющая машины по всему миру. Из Южной Кореи и из Китая. Короче говоря, если вы хотите себе приобрести автомобиль, то вам нужно будет написать мне, не знаю куда. Пока прикреплю только Instagram. Пока пишите туда. Со временем у меня есть сайт, там как-то это все размещу. Кстати, сайт тоже отмечу, и на сайте есть подробная информация, как именно покупать автомобиль с Южной Кореи. И там тоже есть, кстати, мой Instagram. Ну и напоследок неприятный бонус. Россия и Казахстан. Не пытайтесь бороться против этого утилизационного сбора. Нам с вами нужно сделать точно так же, как сделали когда-то украинцы. Сделать так, чтобы власть слушалась своего народа. Но, к сожалению, ни в Казахстане, ни в России государство не слушает свой народ. Если есть какие-то вопросы, пишите. Если нет, пока.